И если ваша жена не пускает вас в кровать по месяцу, два, три, что делать? Что мужчине делать? Давай, что мужчине делать? Но если это все происходит в церкви, нужно сообщить об этом служителю и поговорить, чтобы хотя бы эта проблема была озвучена. Потому что тогда, возможно, вот авторитет, скажем, вот служителя повлияет, и женщина поймет, что все-таки это очень серьезно. Либо ходить вместе к сексологу, к семейному терапевту, разобраться, почему так. И, возможно, если у женщины какие-то проблемы с гормонами, со здоровьем, сдать анализы, если у нее низкая либидо, понять, почему так, что происходит. Возможно, у нее там какая-то травма и так далее. То есть было бы хорошо в любом случае, говорю, семейный психотерапевт, психолог, просто психолог. Сексолог вообще отлично, потому что также есть такая проблема, когда женщина абсолютно реально испытывает боль настоящую при каждом контакте. Она абсолютно здорова, но при этом она испытывает боль. И это как раз-то психологическая проблема, когда она не доверяет мужчинам. У нее был негативный опыт, и поэтому каждая близость ей причиняет боль. Или пережила какое-то Да, насилие, еще что-то, да. и это... Иногда просто она находит отговорки, не говорит, потому что ей стыдно признаться, что как бы, ну, типа, думает, возможно, у всех так, я не знаю, но мне что-то больно, мне неприятно. Лучше говорить с мужем. Если был какой-то негативный опыт, тоже, мне кажется, что можно с пониманием всегда отнестись. Если действительно она больна, то об этом нужно разговаривать, и тоже можно находить всегда варианты, как делать друг другу приятно. Их множество есть. Так что искать другие выходы, но опять же все через открытость, чтобы муж с женой говорили на эту тему. Не просто она там вот сказала, и он пошел насупившись, и так до следующей попытки. Знаешь, я хочу со всеми поделиться то, что ты сказала о защищенности немножко вскользь. Мгм. Для меня ты открыла этот формат. Ну, и я не понимал даже, о чем речь раньше. Ну, что значит мужчина защищен? Вот что значит защищен? Очень, ну как, веревками привязала дома, чтобы не выходил или что из дома. И вдруг я это понял, как понял. Смысл в том, что когда у тебя достаточно активная и интимная жизнь, даже в голову не может приходить, что что-то еще другое. Ни разу не было вот, сколько мы с тобой жена, чтобы ты хоть раз от меня увернулась, или там поставила щечку, там, или что-то. Никогда не было. Или я подошел тебя обнять, и ты так, чтобы с меня там сдернула, типа, не надо, не это, или ты, ну вот, ни разу. И я хочу сказать для женщин, если уж это видео вам попало, и у вас есть любимый, знаете, что мужчина чувствует, когда его не отвергает? Ему хочется, я не знаю что, луну прибарабанить на землю вот с космоса. Это дает такое вдохновение, когда ты понимаешь, что ты нужен, что ты желанен, что ты правда вот какой есть, устраиваешь такой. У меня есть какие-то свои комплексы, я, у меня там гирька вон здоровая стоит там в углу, я пытаюсь уменьшиться чуть-чуть в объем здесь, еще что-то. Ну, для меня ничего не значит, если бы не было вот этого. И когда у меня этого всего дома, ну вот сколько хочешь, я сыт. Я полностью сыт, и когда я выхожу на улицу, на любые встречи, где бы я ни был, кого бы я ни встречал, красивые девушки и прочее, это даже никак не может меня касаться, потому что я уже защищен, я уже сыт. Пусть это прозвучит как-то как слабо, типа, да, что неужели такой слабый, что тебе нужна защита? Нет, ты же и так должен быть. Смотри, в Библии написано, там, нельзя изменять, нельзя. Но мы знаем о печальных ситуациях, которые бывают, и, возможно, одна из причин, что он вышел голодный. Вы можете защитить своего мужа, прям однозначно. И при этом я могу сказать, что ты очень много делаешь для того, чтобы было именно так, как есть. Ты меня уважаешь, ты всегда очень ухоженный, очень приятно, тебе всегда приятно пахнет, почистишь зубки, никогда от тебя нету никакого запаха, да, такого неприятного. И здесь тоже типа, а можно ли сказать там, что это женский абьюз, когда она, например, ну он, ну вот скажем грубо, ну воняет он.
спотевший, лезет к ней, на нее просто, ну, воняет, ну, как бы, она стесняется ему сказать, что есть какой-то запах неприятный. И просто какую-то придумывает причину, еще что-то, что мужчины должны тоже понимать свою ответственность, что, ну, иметь уважение к женщине, то, что, ну, привести себя в порядок, быть вот чистоплотным, опрятным, чтобы не было вонючих носков, какого-то белья, непонятно чего там, вот, чтобы потом не пахло, еще чем могло пахнуть. Тогда вот точно не будет отговорок. Представим просто такую христианскую семью. Приходит такой муж, говорит: знаете, я понял, моя жена абьюз, у нас нету интима так часто, как я хотел бы. Вот, он вызывает ее на беседу. А она ему говорит, есть такая проблема, что он моется раз в неделю просто. Я ему говорю, что, ну вот намекаю как-то, может ты сходишь в душ, поможешь. А мне уже лень, я устал, я после работы, давай так. Ну, она говорит, ну не могу, я не хочу, у меня хоть там рвотный рефлекс. Я уже не знаю, как его заставить помыться. Он говорит, я не хочу, и все, мне и так нормально. Ну что там, ничего не воняет, это тебе кажется, ты себе придумала. Но вот ей, ну, неприятно, есть вот запах. Слушай, ну это вообще очень серьезная тема. Ты знаешь, я Да. переживал бы, если бы, ну, ты за собой не ухаживала, скажем так. Всегда идеально. Признать, что о таком говорить, это не кринж и не кринжово. Чем страдать и мучиться, что, дорогой, я тебя тоже очень люблю, и, ну, вот, ну, меня вот смущает этот момент, давай как-то его решать. Если вот он такой, ни в какую меня все устраивает, все нормально. И он такой, может, тебе реально кажется. Есть, кстати, бывает, что, например, что там произошло, она обижена, и ей он просто вот, ну, воняет. Это как-то вот по психосоматике какой-то. Он реально не воняет. Она говорит, уйди, от тебя вонять, ты мне воняешь. Вот. И тогда же тоже как бы хорошо бы услышать от кого-то еще, ну, незаинтересованного лица, объективного, обратную связь, что есть от меня запах или нет. А если, например, ребята ему на работе говорят, да, реально, у тебя есть запах, да. Тогда просто вот вариант, что сразу идти в душ, либо, знаешь, такая, пригласить его в сауну, арендовать, и там вот, ну, так, это уже Ну так в как-то, или шутку. там пусть там не каждый день, не через день сказать, что слушай, давай раз в неделю, ну ты, пожалуйста, уже душ прими там стопудово, да, ну или как-то так вот. Да, так что я бы сказала бы, что отказ в интимной близости — это женский абьюз, только если нету каких-то еще действительно у нее проблем по здоровью, почему она Мгм. отказывает. Если вы достаточно свежи, хороши, прекрасно пахнете, как и из рекламы Old Spice там или еще, вот. Все факторы вот эти проверить, и если все хорошо, все в порядке, она здорова. Хотя вот в разладах конфликтов, там же тоже, если человек всегда найдет повод, но, то есть она здорова, и от, вот, грубо говоря, от тебя не пахнет, да, как-то неприятно, то это вот женский абьюз. Ну, конечно, когда он ее мог оскорбить, еще что-то, обидеть просто тоже другой вопрос, да, о каком там может быть идти интиме и прочее, все это. Ну, мы сейчас этого не Мгм. касаемся, мы имеем в виду, когда все ровно, обычный бытовой день, приходит вечер, он такой родненький, а она уже сопит, все. А может, она помнит, что ты 10 лет назад ей на юбилей не подарил цветы, и поэтому она каждый день вспоминает и такая, как вспомню. Интимная близость — это очень прекрасно. Есть влечение ума, влечение души, и это как апогей, вот влечение тела. Это должно быть вишенкой на торте. Это важная часть семейной жизни. Это про отношения, кажется, невестки и свекрови, про то, что ночная кукушка дневную перекукует. Из-за того, что если это мама сыночки-присыночки, как бы она ни пыталась влиять, вмешиваться, но если у них все классно в этой теме, и ночью просто все бомбяо, то он, скорее всего, будет маму не слушаться. На многие моменты можно закрыть глаза, когда у вас классный интим. Что он там, ой, да пусть она даже не готовит, главное, чтобы у нас все было это. Ой, да пусть она там, но не нравится ей убираться, мыть полы, ну пусть не моет. Мы лучше чем-то более приятным займемся, а я уже сам помою. Удовлетворенность интимной жизнью очень сильно
влияет на удовлетворенность в целом от брака. Поэтому нужно об этом помнить, не забывать. Сколько бы вы лет не были в браке, устраивать себе свидание, выезжать куда-то, менять обстановку по возможности, наслаждаться друг другом. Кстати, у нас есть видео, наверное, тоже ссылочку я докину, или здесь вот закреплю вверху. Вот сейчас можете нажать и перейти на видео, где мы рассказываем о наших, ну, в целом о свиданиях, вспоминаем самые хорошие, самые плохие, и о нашем свидании первом, которое прошло 7 часов. Влюбляйтесь в друг друга каждый день. Вот так вот, как мы посидели, чайку попили, потом камеру выключили и пошли отдыхать. Просто вдвоем проводить время. Что нужно находить для этого всегда возможности, какой бы ни был загруз, сколько бы у вас ни было детей. Я понимаю, что это очень сложно, но, скажем, ставки слишком высоки. И это того стоит. Ну что же, всем чаю и до следующего видео. Надеемся, это видео вдохновит вас на приятный вечер вдвоем. Прямо сейчас выключить компьютер и пойти в душ.